Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, помогите в распространении этого видео, благослови вас Господь. В чем величие страны? В чем величие России? В чем величие других государств, Америки, Германии, Бразилии? Их много, больше 200 стран сегодня расположено на нашем голубом шарике, как мы его называем, на планете Земля. В чем же это величие? В том, что люди живут достойно, в достойных условиях, получают достойное образование, достойную зарплату за свой труд. В том, что эта страна, эта держава развивает прогресс, делает какие-то открытия, улучшает жизнь людей, не только своих, но и всего человечества к лучшему. Или величие страны в оружии, в ядерном, в атомном оружии, которое способно уничтожить весь наш земной шар. О чем я сегодня? Я о выступлении патриарха Московского и всей Руси Кирилла Гундяева, который он сказал недавно. Вот так быстро прошли праздники, и на праздник Богоявления патриарх выступил с такой воинственной речью, как будто знаете, как будто война какая-то отечественная идет или что-то еще, где он пригрозил всему миру, сказал, что очень много там какие-то безумцы навязывают, там хотят переформатировать и Россию, и грозят России, и что это будет концом всего человечества. Как вы думаете, нужна ли такая праздничная речь в храме Божьем от лица первого иерарха Русской Православной Церкви? Да вообще не важно, какой церкви. Нужно ли вот это сегодня нашему народу, русскому народу слушать о том, что, не дай Бог, в конце он завершает, что даже если они подумают об этом, это уже будет означать конец этого мира, конец света. То есть что, мы такие смелые, мы сильные, как патриарх говорит, русские никогда не проигрывали ничего. Мы такие воинственные. Может быть, что-то лучше давать этому миру, чем грозить этому миру. Мир – это более 8 миллиардов человек. И нас 140 миллионов русских, которые грозят опять всему миру ядерным оружием. А знаете, ладно бы, мы уже привыкли, депутаты Госдумы, там, или кто-то из Совета Федерации, или кто-то из правительства, допускают такие речи, но чтобы от духовного лица, от духовного человека слышать вот такие высказывания, я не знаю, будет ли эта риторика еще более агрессивной или не будет. Знаете, я недавно разговаривал с одним священником, тоже Русской Православной Церкви, он говорит, а что вы, владыка, хотите? Везде есть свой Талибан. Это пришлось задуматься и мне, и я увидел, что и в русской церкви тоже думают об этом. Ну а в конце бонусом будет еще небольшое видение, которое в очередной раз покажет вам, как весело живут протестанты здесь у нас в стране. Благослови всех Господь, храните себя. Сегодня мы знаем, что возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть сила контролировать большую часть мира. И вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы.
Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. И я представляю протестантские конфессии и в президентском совете, и в Общественной палате Российской Федерации. Русские протестанты должны быть везде и представлять всемирное движение в поддержку русской православной церкви.